Биографии героев Некрополиса. Еще в молодости Ведомина обещала стать великим алхимиком, но ее выслали из Бракады, когда обнаружили, что она использует свои умения не для того, чтобы оживлять неживое, а для того, чтобы оживлять умерших. Примерно 400 лет назад в Икиала было свое королевство, но со временем ежедневные обязанности наскучили ему. Он внезапно бросил все и вернулся к жизни, полной приключений, которую он всегда предпочитал. Целые годы Галтран разрабатывал новые методы создания скелетов и управления ими. Это дает ему исключительное преимущество в битве. Может быть, Исраи не самая умелая заклинательница Диджи, но в тех армиях, которые ведет она, всегда гораздо больше скелетов, чем в остальных армиях. Семья Клавиуса всегда занимала высокое положение при дворе, владела многими землями и имела политический вес. Клавиуса, старшего сына, отправили служить в армию, как отправляли всех старших сыновей в роду в течение многих веков. Кси была одной из немногих женщин, которую стоило превращать в личи. Ее выбрали потому, что она обладала уникальной способностью противостоять физическим увечьям. Эта способность не раз выручала ее. Воскрешенный некроманским культом своих последователей, лорд Хаарт стал еще более опасным врагом, чем раньше. Даже после того, как Маандор стал личом, он сохранил всю свою харизматическую силу. Она помогает ему руководить другими личами и набирать новых. Это ему удается гораздо лучше, чем всем остальным героям. Нагаш был очень могущественным магом, до того, как принес себя в жертву вечной жизни, то есть стал личом. Ему принадлежат многие земли, большинство их которых, впрочем, находятся на пустынных окраинах Диджи. Когда Нимбус был маленьким, у него была собака, которая умерла от старости. Нимбус обнаружил, что если он принесет в жертву маленькую птичку или другое существо, он воскресит своего любимца. Он часто проделывал это. В юности Ранлу хотел стать краснодеревщиком. Поступая в подмастерье к мэтру Местли, он не знал, что в конце обучения его ждет укус в шею и сырая яма в лесу. Первые дни нежизни были жуткими, но руки слушались хорошо. Ранлу выследил учителя и пустил ему в грудь осиновый кол из самодельной баллисты. Диадема старшины цеха оружейников теперь украшает его лоб. Сандра изучал некромантию под руководством сначала чародея, а впоследствии лича по имени Этрик. Сандра побывал почти во всех землях Энрота и Эрафии и теперь служит Финиасу Вилмару, предводителю некромантов Диджи. Болезнь Септиенны многие называют пожирающая магия, так как она забирает у своих жертв больше жизненной энергии, чем передает своим миньонам. Многие утверждают, что она оставляет энергию себе, поэтому никогда и не стареет. Смерти Стракер выбрал темную тропу чародейства, но скоро обнаружил, что его военные таланты сильно превосходят магические способности. Сейчас он служит в бессмертных армиях Диджи, хотя и не оставляет надежды однажды войти в ряды настоящих чародеев. Выдающиеся боевые способности Тамики дали ей большую власть в вооруженных силах Диджи. Кроме того, что она ведет войска, она также отвечает за подготовку черных рыцарей и рыцарей смерти. Никто не может быть уверенным, что Тант когда-то был среди живых. Некоторые говорят, он дрался за Эрафию во времена войн Тимбера, но пал жертвой вампира во время ночного перехода через Финаксию. Хотя жажда власти Финиаса Вилмара сделала его практически неудержимым некромантом, его тактические и политические способности явно слабы. Он заключил союз с Сандра, чтобы реализовать свои планы. Чарна подалась соблазну темных сил. Хотя ее магические способности никогда не позволят ей стать настоящим чародеем, она более чем хороший воин. Эйслин всегда предпочитала землю небесам, и многие верят, что она может получать жизнь из земли путем простого контакта с ней.